Дорогой, мне кажется, у меня есть для тебя новость. Элли, неужели это то, о чем я думаю? Правда? Я стану папой? Любимая, спасибо тебе. Ты знаешь, мне кажется, я ее уже люблю. Ее? Это только мои чувства, но я думаю, у нас будет дочка. Элли, если ты не против, давай назовем дочку Мэй. Моя прабабушка очень хотела наследницу Мэй, но, как ты видишь, в нашей семье наследниками рождаются одни парни, поэтому, если будет девочка, вся моя семья будет очень рада, и все очень ждут Мэй. Ты не против? Хорошо, мне нравится Мэй, но тогда я выберу имя для мальчика. Договорились? Договорились. Значит, Мэй, говоришь? Друзья, всем привет-привет! И я думаю, вы поняли уже из прошлого эпизода, и сейчас я сделала вот кат-сценку, что мы ждем наследника или наследницу. Я очень надеюсь, что это будет девочка, потому что уже 4-е поколение я жду девочку Мэй. А сейчас мы начинаем по традиции готовиться к работе. Давидик у нас, как всегда, в роли повара. Моника у нас всегда первая. Так, у нас тут Элли поднимается, да. Моника и Хиана вот у нас за шахматами. Они поднимают себе досуг. И именно для них Давид готовит шашлык из рыбы. Потому что от него у них остаются хорошие мудлеты. А вот и наша будущая мамочка. У нас уже второй триместр. И что нам нужно? А нам нужно покушать. Конечно, мы с тобой сейчас покушаем, а потом уже помоем ручки, да? Гигиена ничто. Главное покушать. И у нее такой большой животик, что я могла бы подумать, что она ждет двойню. Но двойня у нас не предполагается, потому что у нас нет мест. И уже поступил звонок, что Моника и Элия должны через час идти на работу. Поэтому вот они сейчас перед выходом съедят вкусную рыбку. Возьми тогда еще вот этот шашлычок. Он очень-очень вкусный. Тебе понравится. И следом я отправила покушать Хиану. Так, мудлетик у тебя появился? Нет? А где мудлетик? Вот, появился хороший мудлетик. Можешь вот эту рыбку еще доесть? Так, время пора. Мы отправляем девчонок с шезлонгов на работу. А на их место перед работой у меня вот прилегла Хиана. У нее опять тут грустные мудлеты, и они перебивают все мои положительные, которые я добивалась с таким усердием. Так нечестно. И у нее, кстати, получается, что у нее остается, знаете, максимум вот эта вот неделя. А у нас нет никакого продвижения по карьере. А нам осталось вот один уровень до вершины. Поэтому на этой неделе я буду сосредоточена на Хиане. Так, а у нас там Давидик что-то жарит, да? Пойдемте проверять. А он чистит.
Он чистит гриль. Я еще больше люблю Давидика. Представляете, он приготовил покушать и чистит за собой гриль. Хиана получает предложение от торгового представителя о совершенно новой биодобавке. Хиана еще не успела проверить свойства продукта, но остерегается смелого заявления, что тот превращает жировую ткань в мышцы. Возьмет ли она деньги и начнет рекламировать? Нет, нет, вы что, мы такое делать не будем. Рост продуктивности! Ура! У Хианы рост продуктивности. Ой, ну чуть-чуть. Чуть-чуть он прям продвинулся, знаете, на 1/10, наверное, от деленица. Я поставлю ей упорно работать, потому что на этой неделе ей нужно выложиться по максимуму. И что-то у меня все никак не выходит из состояния дискомфорта. Так, что происходит? И я сейчас оплачу счета. И знаете, что я забыла? Я, оказывается, в прошлой серии оплатила счета, но не списала деньги в фонд города. И я думала сначала, что не буду записывать себе пенальти, потому что я специально ничего не покупала за это время. Но я вспомнила, что я же готовила вот эту вот жареную рыбку, а за нее нужно платить 5 симолеонов. Поэтому я уже не стала проверять, но есть вероятность, да, что я первую рыбку пожарила, когда у нас не должно было бы быть денег, да, когда у нас был 0. Поэтому запишу себе пенальти, чтобы все было по-честному. И я вот тут хотя бы Рэя, хотя бы одного сделала счастливым, а то у меня, знаете, они все в печали и в печали. У Рэя сегодня выходной, поэтому будем общаться с нашим любимым Лучком. У него уже 5-й уровень садоводства. Я, кстати, думала, будет сложно прокачивать этот навык, но Рэй молодец. Видимо, все-таки это его призвание. Нам рандом очень идеально подбирает карьеры для моих персонажей. А в остальном, кроме Рэя, у меня все остались вот безработные, поэтому я с ними особо здесь не занимаюсь. Иногда только, знаете, вот их мою, когда они мне нужны, чтобы Хиана на них потренировалась, или они мне нужны, чтобы выполнили какую-то домашнюю работу. И сейчас буду смотреть для Рэя или для Давидика девчонок на улице. И уже будем ждать, кто у нас вернется первой с работы. И первые вернулись девчонки. Элия пошла сразу на шезлонг полежать. Ей чуть-чуть, представляете, чуть-чуть совсем не хватило до повышения. А Хиана, мы половину деленицы прошли, представляете? То есть если мы будем работать все 4 дня и каждый день проходить по половинке деленица, то, возможно, у нас есть шанс закрыть карьеру. Хиана, держись, пожалуйста, ты же спортсмен, у тебя должна быть огромная сила воли. Спать хочешь? Ну иди, конечно, поспать. Следующая вернулась Моника, и она заболела. Но у нее что, новый костюм? Ее, получается, повысили? Нет, ее не повысили. Видимо, он у нее с предыдущего повышения. Это я просто не заметила, не обратила внимания на изменения у Моники, да? Новая девочка, которая приехала вот с 3-м завозом. Третье поступление. Давидик, ты там как, счастливый? Иди, будем знакомиться с новой девочкой. Так, Моника, а вам спасибо, вы можете пойти отдохнуть. У этой девочки очень печальная история. У нее мама погибла от употребления вредных веществ, а отец из-за этого начал злоупотреблять алкоголем. Ну и на этом фоне он стал срываться на своих детях. И вот эти вот все шрамы, представляете, все шрамы на теле девушки – это дело рук ее отца. В подростковом возрасте она познакомилась с уже взрослым мужчиной, который помог сбежать ей от отца. И, глядя на него, она очень мечтала стать либо полицейским, либо солдатом. Но из-за ее прошлого на государственные должности ей
путь был закрыт, поэтому, когда вот она увидела объявление о поиске добровольцев в Глазбот, она отправила заявку, и вот она с нами. И так как сейчас у меня Давид свободный парень, поэтому я подумала, что если у него что-то сложится либо вот с девочкой-русалочкой, либо вот с Джейн, и, ну, если при условии, конечно, Алекс закроет карьеру, то, возможно, мы с кем-то из вас породнимся через наших симов, будем родственничками. Алекс у меня уже вернулся с работы и сразу встал на коврик. Его не повысили, но он старался, он очень старался. И я, кстати, я не знала, что беременных можно тренировать. И вот Хиана, она тоже старается, она пытается сделать все, чтобы получить последнее повышение. А Моника вот увидела эту девочку Джейн, и она такая: пойдем, я научу тебя, как нужно себя защищать. Ей ее стало очень жалко, а у нее, видите, у нее совсем никаких навыков нет. Поэтому Моника взяла ее под свою опеку и будет ее теперь тренировать. А когда все домашние уже улеглись спать, моя парочка сейчас вот немножко... Ой, у меня такой живот большой, я не могу серьезно разговаривать. Вот, моя парочка сейчас немножко тут понежничают и тоже пойдут спать. И я жду Мэй. Я думаю все-таки, что 4-е поколение точно у нас будет девочка. Потому что, ну, не может быть такого, чтобы 3 раза подряд были мальчики. Тем более у нас столько мальчиков уже родилось в семье, да. Поэтому ждем девочку. И на этом заканчиваем понедельник. Вторник начинаю с Элли. Я уже всех намыла, она у меня последняя, и она очень сильно хочет кушать. Я уже отправила Давидика готовить еду. Так, а Алекса я хотела, чтобы он еще чуть-чуть поспал. Да, вижу, кто у нас починит. Рэй, ты поможешь нам вот тут раковину починить? Давидик у нас готовит, Рэй чинит, Хиана... Так, Хиана, ты куда? Ты же просто в мусор, да? У нас еще, пока не наступит 6 утра, с участка не нужно выходить, там опасно. А Давид тут приготовил всем еду. Бежим, все скорее бежим кушать горячую рыбку. У нас очень хочет кушать Элия и, по-моему, кто-то еще. Вот, и очень хочет кушать Рэй. Рэй нам починил раковину. И давайте, бежим все кушать. Ахиана себе спагетти добыла. Она такая: рыба очень сочетается с макарошками. Правда же? У Рэя было сердитое настроение, и вот видите, опять этот страх, но спасибо Хиане, она покушала, стала счастливая, и сейчас вот комплиментами хоть чуть-чуть, но смогла поднять самооценку Рэю перед работой, и он у нас уходит первый сегодня, с 7 часов он работает. Ну а Алекса перед работой взбодрит Элия. У нее сегодня выходной, и мне кажется, что мы сегодня дождемся малыша. И я знаете, что поняла? Я поняла, что у Алекса жизненная цель – подлый партнер, а у Элии черта характера ревнивая. То есть, представляете, она его во всем подозревает и постоянно ревнует, а его есть в чем подозревать. Дома он, конечно, ничего такого не показывает, но мы не знаем, что происходит на работе. И все, давай, Алекс, тебе уже пора как раз туда идти, а я пойду тогда всех мыть и заниматься Хианой. А раз мои все на работе, Хиана вот выловила на улице девушку, чтобы потренировать на ней фитнес. Пожар? Давидик? Пожар?
Давидик, вот, видишь, к чему приводит твоя вот эта вот готовка запрещенки. Нельзя такое готовить, поэтому у нас и пожар. Так, а что он никак не может себя потушить? Стойте, что-то тут не то. Он не может себя потушить. Элли, ты тут ближе всех, ты можешь помочь Давидику? Так, а где? А где это действие? Это что, Давид типа справился? Все, да. Ой, ура, а то я уже перепугалась за него. Давид, давай, все выбрасывай. С Хианой, кстати, стало сложно, потому что она теперь пожилая, и у нее очень быстро падают показатели. И вот время уже 4 часа, а я ей только 25% прокачала, а она уже хочет поспать и отдохнуть. И у меня уже все, кроме Алекса, вернулись с работы. Моника, ее не повысили, и мне кажется, у нее вообще ничего не продвигается. Рэй не помню, но по ощущениям тоже, знаете, он не особо продвинулся. Видимо, пора опять начинать записывать. А он все к Лучку уходит. Как бы он у меня тут с ума не сошел, общаясь только с Луком-то. А у нас к Келли пришла сестра. Давай, просыпайся, пойдем покажем ей наши новости, расскажешь, как тебе здесь живется, и потом уже пойдем кушать. Заодно, сестренки вот сейчас встретят Алекса. Так, Алекс, как у тебя дела? Сможешь завтра получить повышение? Тебе вот что, тебе только вылечиться нужно, да? Вылечиться и отдохнуть. Хорошо. И, если честно, я уже так хочу маленького Сима, я уже так соскучилась, что у нас нет кого-то мимимишного, но, если честно, вот когда у моих вот эти вот страхи и сложности с карьерами, я начинаю не успевать. Я начинаю не успевать следить за ними, и из-за этого за всех переживаю. И вот так у нас уже завершается второй день. Хиана пытается выполнить ежедневное задание. Рэй, я не знаю почему, но Рэй вот вдруг полюбил бокс. Алекс тут тоже выполняет ежедневные задания. А Элли уже пришло уведомление, что она рожает. Но я уже знаю, я уже в курсе, что до самих родов у нас еще есть где-то 4 часа. Подождем. И все, настал час Икс. Мы пошли. Так, все держим кулачки, все держим пальчики за девочку. Ну что, мальчик или девочка? Кто? Девочка, пожалуйста, девочка. Мэй, я тебя жду. Анна Дайола. Все. Я в шоке. Я, похоже, сейчас назову этого ребенка Мэй и буду думать, что это девочка. Мне тоже нужно выполнять свои желания. У меня, похоже, у всех Орейли наследниками будут мальчики. И сразу оговорюсь, что это мое личное правило, что наследником становится первый ребенок, поэтому я так именно его жду и переживаю, что это не девочка. Но по правилам челленджа вы можете выбирать наследником любого из детей. Так, и что? Это точно мальчик, да? Вы же тоже видите, да, что здесь написано «мальчик»? Ну ладно, я уже, это у меня стресс. Радует одно, что мальчики у нас получаются красивее, чем девочки. А имя я ему уже выбрала. Вот, у нас малыш. И что, все сразу спать? Вы все сразу спать пойдете? Ну, идите. А я тогда пока посмотрю поближе на малыша. Сейчас только я поставлю ему приоритетный способ кормления. Секундочку. И вот наш малыш.
И знаете, я обычно очень хорошо определяю, на кого похож ребенок, но сейчас я не могу ничего сказать, потому что у Алекса и у Элли похожий разрез глаз, а вот цвет может быть мамин, да, сиреневый. Как вы думаете? Ну-ка посмотрим поближе. Вроде бы сиреневый, да? И знакомьтесь, это наследник 4-го поколения Феликс Орейли. И не забывайте голосовать за имена для следующих детишек. У меня на канале уже есть опрос, и на этом я тогда заканчиваю вторник. Ой, Феликс, ми-ми-ми, у нас появился Феликс. Так, у меня 7-й час, у меня уже 7-й час, и я что-то, если честно, за эту ночь подзамучилась. У меня в 7 идет на работу Рэй, в 8 Элли, так, в 7 Рэй, в 8 Элли, в 8 Моника, в 10 Алекс и в 9 Хиана. Так, надо всех их подготовить. Рэй идет первый. Он не выспался, но он... опять этот страх. Бесит уже, вот реально. И, кстати, у нас же Элли уйдет на работу. Она уйдет до 3 часов, а ребенка по правилам нельзя кормить из бутылочки. Поэтому сейчас, перед работой, она покормит малыша. И я посмотрела, и в целом малыш должен продержаться до возвращения мамы. Ой, нет, не из бутылочки. Элли, стой! Ну, нет, я же отключила. Ну, ладно, мне пенальти, я ошиблась с кнопочкой. Хорошо, согласна. И давай еще раз кормить. Элли, тебе нужно поторопиться, тебе же сейчас уже идти на работу. А это все? Ты так быстро покормила малыша? И последним на работу отправляется Алекс. И, наверное, мы с вами переключимся, знаете, сразу уже на их возвращение, потому что все, вот, кто остались дома, мне им не надо ничего прокачивать. Я буду вот только все это время следить за соседями и смотреть, не пройдут ли новенькие девчонки. Ну и буду следить, чтобы Феликса не покормили из бутылочки. Так, рассказываю. Феликс проснулся в час, и пока у него все хорошо, мы спокойно ждем возвращения мамы. Малыш тут заплакал, поэтому к нему спустился Айден, но я слежу, чтобы он его не покормил. Но лучше уже отправить Айдена отсюда, чтобы он случайно, знаете, не достал бутылочку. Ой! Рэя повысили, и он у нас стал ботаником. Вот он, Рэй, ты молодец. И что, ему нужно также продолжать просто собирать урожай? Все, можешь идти отдохнуть, ты сегодня герой. Ну, да, правильно, давайте сначала запустим фонарик. Мне не так нравится, это очень красиво. У меня еще 2 вернулись. Элли, вижу, вот, что ее повысили. Но беги скорее кормить малыша. И смотрим Хиану. Нам нужно, чтобы она каждый день продвигалась хотя бы на полделеница. И сегодня нужно, чтобы она дошла до 4. Здесь где-то 3,9. Этого может быть мало. И она сразу стала счастливая. На работе была недовольная, а домой вернулась и стала счастливая. Но ты все равно молодец. Иди отдыхай. Для своего возраста ты очень многое делаешь. А мама вот уже кормит Феликса. Дождался малыш, дождался маму. И я хотела вам сказать, что на это поколение у меня новая стратегия. Я планирую заводить детей не подряд, как это было у меня в первых поколениях, а чтобы между ними была разница, ну, хотя бы минимум в недельку.
Потому что, когда малыш один, а у нас много взрослых, они, знаете, они могут уделять ему больше внимания, и, возможно, он вырастет счастливым малышом. Правда, у нас сейчас и места нет, но все равно, с этим поколением я вот буду пробовать такую новую стратегию. А у нас тут уже Моника вернулась, я записывала, у нее было 2,7, а сейчас 3,2. Ну, мало, кстати, она продвигается, и мне это не совсем нравится. И, как я и говорила, на эту неделю у меня цель Хиана, у нее завтра выходной, но пока вот у нас Моника была довольная. Так, а у нас еще интеллектуальный ступор, ага. Вот, пока Моника была довольная, я решила воспользоваться моментом и начать делать Хиане ежедневные задания. А у меня практически уже весь дом спит, все вырубились. Алекс у нас заболел, он тоже хочет спать. И его повысили до 7 уровня. Ура, ура, ура! У него, правда, теперь на неделе всего 3 рабочих дня. Но это такой график, мы его не поменяем. И тогда пойдем с тобой тоже спать, пойдем спать к жене. И у меня, вот видите, у меня все уже дрыхнут, кроме Айдена. Время только 7 часов, а мои уже все спят. И я тогда закончу сегодняшний день, но перед этим давайте посмотрим календарь. Мы забыли посмотреть его в самом начале. И вот у нас получается, что с четверга на пятницу в ночь у нас уже будет день рождения у малышарика. А в субботу на воскресенье будет день рождения у Алекса. Представляете, уже Алекс повзрослеет. Что-то как-то быстро. Все очень как-то быстро происходит. Начинаем четверг, и я не знаю, с кого начать. Но сегодня мне будет полегче, потому что у Хианы выходной, а Алекс, оказывается, теперь работает с 2 часов. Поэтому мне сейчас нужно заняться Моникой и Элли. Они уходят на работу с 8. Мы, кстати, теперь можем все это заменить. Я все время про это забываю. А Моника у нас идет за шахматы. А мальчишки тогда тут помоют пол. Они теперь у меня ответственные за хозяйство. И, как обычно, Элия перед работой покормит малыша, а сегодня ночью он у нас уже повзрослеет. Давай его еще поцелуем на прощание. Ты же надолго уйдешь, успеешь соскучиться. Завтра у нее будет выходной, и она будет целый день заниматься с малышом. Вот такой у нас классный малышарик. Я всех отправила на работу и всем поставила упорно работать, даже тем, кто в дискомфорте. А Хиана, знаете, какая она молодец? Она вот из последних сил тренирует фитнесу. В пятницу мы точно не получим повышение, но надеюсь, мы получим его в субботу. Главное, чтобы Хиана до субботы осталась с нами, потому что у нее такие сильные нагрузки на сердце, и ее сердце может не выдержать. На улице пошел дождь, Хиана с Айденом, вот мои старички, позанимались фитнесом и вырубились. У них сил-то уже не так много получается. И остался только Алекс. Он работает с 2, поэтому вот он тут болтает, играет с Давидиком, малыш спит. И дома такая тишина, знаете, все на работе и очень-очень тихо. Прям как будто чего-то не хватает. Я уже даже отвыкла что от такого геймплея, что мне не нужно ставить на паузу и всех контролировать. А у нас тут проснулся Феликс. Сейчас папа с ним позанимается, и когда мама придет, ей останется его только покормить. Вот какой у нас мальчишка. Скоро уже вырастет, будет большой. А пока я жду с работы своих, к нам тут кто-то в гости пришел. Это вроде бы подружка Алекса. Да, это подружка Алекса, еще когда они были детьми.
а Алекс у нас на работе, поэтому сейчас ее встретит его жена. Элли же у нас ревнивая, поэтому она сразу скажет: так, а ты к кому пришла? А зачем? Алекс на работе вообще-то. И ты что, не знаешь, у него уже есть жена и ребенок? Ой, а она спать хочет, да. А нам надо еще Феликса покормить. Поэтому давайте ограничимся приветствием и идем скорее кормить малыша. Моника вернулась с работы. У нее было 3,2, а стало 3,9. Ну, получается, что она как Хиана. Она как Хиана двигается по половинке, деленится. Это, видимо, все из-за ее страхов. Но хотя бы так, хотя бы так. Давидик тут уже готовит ужин. Сейчас все потихоньку собираются на кухне, все голодные. И у нас, у Рэя новое время, он теперь работает до 5. У него было 2,3, а сейчас уже 3,2. Он, кстати, несмотря на страхи, он лучше, чем Моника продвигается. И все, давайте, идите все кушать скорее. И у моих семейный ужин. Стульчик, что ли, мне третий прикупить? Вы знаете, я первый раз вижу, чтобы вот так втроем они все вместе ели за столом. Прям идеальная картинка получается, идеальная картинка. И вот у нас уже вернулся Алекс, время 10 часов. У него выгорание. У Моники, кстати, тоже прилетело выгорание. Поэтому все идем спать, расходимся. А у нас сейчас будет праздник. У нас взрослеет Феликс. Феликс уже будет большой. Выбираем ему черту характера. Впечатлительный. Эмоциональный, никогда не скучает, но их также сложнее успокоить, если у них плохое настроение. Так, ну что? У нас что, блондин? У нас наследник блондин? Это что-то новенькое для семейства Урейли. И меня еще интересуют его глазки. Карие, да? Карие же глаза. Или нет? Папа уже тут. Вы понимаете, какие у него цветом глаза? Вот он поближе, но я все равно не могу понять, какого цвета у него глазки. Мне кажется, что карие. Но как-то непонятно. Вот мой новый краш, наш красивенький малыш. И я довольна, мне нравится. На этом заканчиваю четверг. У меня, знаете, какое сегодня событие? У меня сегодня и у Алекса выходной, и у Элии выходной. Поэтому родители сегодня целый день дома, и они будут заниматься с Феликсом, будут играть с ним, нянчиться, а остальные у меня собираются на работу. Монике нужно поднять досуг, поэтому я ее отправила на шахматы, и готовимся к новому трудовому дню. Но самое главное у нас остается Хиана. Ей сегодня тоже нужно обязательно продвинуться на половинку делениться, потому что ей завтра тоже идти на работу, и я боюсь, что за вечер я не успею с ней сделать ежедневное задание. Поэтому нужно, чтобы она сейчас по максимуму получила хороших мудлетов. Я ее вот еще отправлю полежать на шезлонге, и потом ее еще кто-нибудь похвалит, придаст ей уверенности. И надеюсь, это все ей поможет сегодня на работе. Не успела я дать Хиане нужных действий, потому что она бегала к внуку, и я ее не догнала. И вот Хиана уже отправляется на работу. Надеюсь, мы сегодня хорошо поработаем. И у меня еще Рэй должен тоже идти на работу. Так, а где он? Вот, бежит. Ага, все как обычно. Был внимательным, стал невнимательным. Но я теперь все равно всем ставлю упорно работать. Пусть как хотят, так и справляются. Малыш плачет. У нас плачет малыш. Я почему-то решила, что в этом возрасте я уже смогу кормить их луком, а оказывается еще нет. Поэтому он все еще будет привязан, будет еще полностью зависеть от мамы.
и он хочет спать. Знаете, я думала, что я сегодня буду с ним целый день играть, знаете, возиться, а он хочет спать. Он всю ночь спал и опять хочет спать. Ну и раз у нас такой спокойный ребенок, который целыми днями спит, и нам еще можно не думать, что у нас появятся другие дети, так как у нас нет места, поэтому мои сейчас тут немножко расслабятся, но сначала я попрокачиваю Элли обаяние для работы, а потом они уже пойдут заниматься своими делами. Так, друзья, я здесь жду Хиану, я уже посмотрела, и вот у нее уже сколько, 4,4 где-то, но, как я и говорила, ей завтра опять на работу, поэтому надеюсь, что у нас до этого момента не случится печальные события, и Хиана все-таки сможет завтра пойти на работу. И вы знаете, у меня опять стресс. Я думала, что я буду радоваться малышу, а я вот на таком, не на хорошем стрессе, знаете, на переживательном. Вот я не понимаю, почему мои все дотягивают до последнего момента. Они мне что? Они мне решили тоже устроить апокалипсис? Думаю, да, они мне мстят. И пока Алекс был в хорошем настроении, Хиана забрала его на тренировку. К этому времени у нас уже вернулась Моника с Рэем. Ну, их не повысили, они особо не продвинулись. Но Моника, знаете, я думаю, вот в понедельник уже получит повышение. А Рэй, да и Рэй, в принципе, тоже. А завтра у всех выходной, кроме Хианы и Элли. Вот 2 девчонки только завтра у нас пойдут на работу. Но я сегодня, так же, как и всю неделю, сосредоточена на Хиане. Хотя что я обманываю? Всех важнее вот этот карапуз. И мне кажется, у него такой животик толстенький. У нас еще, конечно, не было пухленьких детишек в апокалипсисе, но Феликс почему-то кажется мне таким пузастеньким. Все остальные потому что были худенькие, а этот прям большой. Не зря у Элли был такой большой живот, знаете, мальчишка у нас крупный родился. И плюс еще он только спит и кушает. Вот сейчас вот мама его покормит. Да, мама? Малыш кричит: мама, есть хочу. Мама, давай есть, скорее есть хочу. И пока Элли намывается, у нее гигиена полностью на нуле. Смотрите, бабушка с малышом. А Давид готовит всем рыбку. Все заняты у меня, все заняты. Бабушке, правда, поспать надо. Но у Феликса и правда животик. Смотрите, у Феликса животик. У нас первый малыш карапузик появился. Так, Хиана, давай мы с тобой покушаем. И мне нужно, если я успею, еще с кем-нибудь потренировать фитнес с тобой. И на этом тогда заканчиваю пятницу. Началась суббота, и Хиана жива. Это, конечно, не смешно, но, как я говорила, для меня это стресс, потому что я не знаю, когда она нас покинет. Мне нужно получить вершину карьеры с ней. И первой на работу уходит Элли. Все, Феликс у нас накормлен, довольный, счастливый, будет ждать маму. И теперь будем Хиану. Я ее ночью покормила, помыла, и она вот практически выспалась. Но все равно, правда, недовольная, поэтому сейчас пойдем немного поиграем в шахматы. Я вот только за ней и за малышом следила, и мы даже смогли выполнить ежедневное задание. Спасибо за это домашним, спасибо, что у нас так много народу, потому что Элли с Алексом практически всегда счастливая, и на них можно тренировать вот фитнес. Ну и периодически на грушу можно затащить Монику и Рэя. Поэтому вот Хиана смогла сделать ежедневные задания, и теперь главное отправить ее счастливой на работу.
И я очень-очень надеюсь, что мы сегодня получим повышение, потому что завтра у нее выходной, а больше времени, чтобы еще раз сходить на работу, я думаю, у Хианы уже может и не быть, как бы это было не печально. Друзья, мы пошли на работу, но мы пошли в сердитом состоянии. Правда, вот осталось всего лишь 36 минут, поэтому, Хиана, давай потрудись хорошенько. У меня печаль. У меня выпала карточка шанса для Хианы, а здесь надо быть очень аккуратным. Хиана собирается поработать на силовом тренажере, как вдруг замечает, что последний им пользовавшийся не вытер после себя лужи пота. Стоит ли ей высказать свое недовольство или просто вытереть чужой пот? Ну, вы знаете, если бы Хиана была помоложе, то я бы выбрала высказать недовольство. А так как она у нас уже пожилая, у нее нет, мне кажется, вот этого чувства, знаете, доказывать, что кто-то не прав. Поэтому ей проще согласиться и просто вытереть пот. И что? Так, у нас производительность без изменений. Она, кстати, грустной уже стала. Представляете, потери в семье. Я уже не знаю, кого они все теряют. Да ладно. Поставлю ей обычный режим. Теперь главное продержаться до 3 часов. Друзья, теперь главное продержаться до 3 часов. Боже мой, боже мой. Давидик готовит обед, все к этому времени уже проголодались. И давай сделаем пригласить за стол. И можно, знаете, в принципе, купить им большой обеденный стол, чтобы они все вместе кушали, как вы думаете? И у нас будут такие семейные, уютные ужины или обеды. И мне кажется, это будет очень мило, когда они все будут сидеть за общим столом. И пока у нас спит малыш, буду всем качать навыки. Монику вот поставила на бокс, а Давидика, как обычно, поговорить с Лучком. Ой, Давидик, Рея, я уже начала путать их имена. И время уже 2:30, сейчас уже мама придет, а Феликс все спит. Нам повезло, у нас очень спокойный малыш. И сейчас мы будем встречать Хиану. Хиана должна вернуться с вершиной в карьере, и это будет большой праздник для всего города. Пришли. Так, здесь у нас это Элию повысили. А Хиану, где Хиана? Мисс Солнечная система. Есть. Хиана это сделала. Давайте еще проверим в рубежах. Так, вот. Вершина карьеры. Хиана, ты очень крутая, ты молодец. Там очень много, что она открывает. Я тогда все подготовлю, и мы ее поздравим в следующей серии. И Хиана сразу пошла спать. Насколько у нас устал человек, да? А Элия, конечно же, сразу же прибежала к малышу, и сейчас она его помоет, покормит, а после этого я ее тоже отправлю спать, а с малышом дальше уже будет сидеть папа. И на этом тогда я буду с вами прощаться. Я очень рада, какая у нас была эта неделя. У нас появился вот Феликс, Хиана закрыла карьеру. Это очень круто. Можете нас поздравлять. Кстати, можете нам оставить пожелания хорошие в комментариях, поздравить нас с этими замечательными событиями. А я все ваши комментарии и все ваши пожелания передам моим Орейли. Ну, я не могла не показать вам этот эпизод. Бабушка чуть-чуть поспала и сразу побежала нянчиться с внуком. И, кстати, вы видите, у меня Феликсу прицепились беленькие реснички. Это они сами, они у него уже с рождения появились. Вот если вы посмотрите, когда он только вот на 2-ю стадию перешел. И я раньше, когда такое было, я обычно их меняла на рыжие или на черненькие.
А у Феликса я, наверное, так и оставлю. Он же у нас блондин, и у него останутся вот эти вот альбиносные реснички. Мне прям очень-очень, кажется, подходит ему. И я тут уже вижу, вижу много мужских ног около Феликса собралось. Поэтому все, теперь точно на этом заканчиваю серию. Спасибо, что все праздники смотрели мои видео, писали мне комментарии и предлагали имена для следующих детишек. Всех люблю. Пока-пока.